США готовят удар по РФ, взрывы на Красной площади, кто уничтожил российское судно в Средиземном море и почему в Москве опять заговорили о переговорах. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. В Азербайджане траур по погибшим в авиакатастрофе. Что известно о причинах падения самолета в Казахстане? США готовят удар по РФ. Каков замысел Байдена, который своими действиями собирается усилить Трампа? Пенсионеры Центральной Азии жалуются на мизерные пенсии, а украинцы и россияне экономят на продуктах на новогодний стол. Обсудим результаты опросов. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. 26 декабря – день траура в Азербайджане в связи с падением пассажирского самолета Azerbaijan Airlines в Актау. Накануне данные о количестве выживших и погибших постоянно менялись. По данным вице-премьера Казахстана Базымбаева, которую он озвучил поздно вечером накануне, в результате авиакатастрофы погибло 38 человек, 29 пострадавших были госпитализированы, в том числе 2 детей. В районе падения самолета ввели режим чрезвычайной ситуации местного масштаба. В сети тем временем появляется все больше кадров, которые были сняты пассажирами самолета во время полета. Кто-то акцентирует внимание на том, что крыло лайнера было повреждено. В медиа появляются сообщения о том, что пассажиры слышали некий взрыв незадолго до падения. Известно, что черный ящик был найден на месте падения. Теперь необходимо время для его расшифровки. Расследованием трагедии занимается Генпрокуратура, МВД и авиавласти. Кроме того, в Казахстан прибыла делегация из Азербайджана, которая также будет выяснять причины крушения самолета. В первые часы после падения звучали версии о столкновении самолета со стаей птиц, кроме того, о внешнем ударе по этому лайнеру. Военные Нидерландов будут располагаться на территории Литвы еще как минимум до 2026 года. Их миссия – быть готовыми воевать за каждый сантиметр НАТО, в том числе за Литву, на которую может напасть РФ. Места дислокации военных Североатлантического альянса накануне посетили премьеры и Литвы, и Нидерландов. Они считают, что позиции Украины необходимо укреплять и не принуждать Зеленского к уступкам. Кроме того, представители Амстердама считают, что Россия уже проявляет свою агрессию в Европе. Российская агрессия очень реальна. Мы видим это, конечно, в войне в Украине. Но мы также видим российскую агрессию по всей Европе в самых разных формах. Через шпионаж, через саботаж, через вмешательство, через кибератаки. В Литве, напомню, работают над национальным планом массовой эвакуации. Этот проект необходим стране, учитывая вторжение РФ в Украину. В России проехались по Трампу. Лавров говорит, что в Вашингтоне существует твердое двухпартийное решение, которое касается поддержки Украины. Мол, со сменой Байдена на Трампа ничего не изменится, и республиканцы продолжат помогать Киеву, потому что в доктринальных документах США Россия – это противник. К тому же Лавров, как и другие официальные лица РФ, все чаще использует термин «война», а не СВО, когда говорит о вторжении в Украину. На этот раз глава российского МИДа вновь заявил, что Россия всегда выступала за то, чтобы этой войны не было, а сейчас, мол, ждут предложений для будущих переговоров. Мы всегда выступали за то, чтобы этой войны не было. И подтверждение тому, и наша поддержка документа между Януковичем и оппозицией в феврале 2014 года, который был гарантирован европейскими странами, и которые оппозиция разорвала на следующее утро. Но от переговоров, и это президент не раз отмечал, мы никогда не уходим, но нам нужно видеть серьезные, конкретные предложения, когда они к нам поступят. И, конечно, мы будем принимать решения о реакции на эти предложения, исходя из национальных интересов, целей специальной военной операции и выступление президента в МИДе 14 июня нынешнего года. Напомню, что в июне этого года Путин требовал, чтобы ВСУ вышли из 4 областей. Это одно из условий Москвы для прекращения огня. В Киеве назвали это требование требованием капитуляции и, конечно же, заявили, что отдавать Луганскую, Донецкую, Запорожскую, Херсонскую области России никто не собирается.
Взрыв на Красной площади. Такие сообщения массово заполонили российский интернет накануне. Об ударе БПЛА или же работе ПВО ни слова. Все намного банальнее. Силовики начали обследование и поиск источника взрыва. Предварительно рвануло в районе катка. Был виден дым. И по предварительной версии москвичей напугала пиротехника. Из-за этого участок Красной площади даже оцепили. Напомню, что по всей России на прошлой неделе произошла целая серия взрывов. Россияне массово запускали салюты и фейерверки в общественных местах, торговых центрах, банках, зданиях почты. При задержании уверяли, что во всем виновата Украина, мол, исполняли требования мошенников из этой страны. В Госдуме после таких событий серьезно заговорили о том, что в России необходимо запретить продажу пиротехники и оставить россиян лишь с бенгальскими огнями. В РФ жалуются, что потеряли судно «Урса Майер» с ценным грузом в результате террористической атаки. Компания «Оборонлогистика», которая является владельцем сухогруза, заявила о 3 последовательных взрывах с правого борта в районе кормовой части. После этого судно получило резкий крен, вода пошла в судовые помещения, говорится в официальном заявлении компании, которое распространили кремлевские медиа. Валкер с нечитаемым названием покинут экипажем в Средиземном море, недалеко от пролива Гибралтар. Покинут экипажем на шлюпке, которую спасает вот тот пароход. Напомню, РФ потеряла это судно 23 декабря в Средиземном море. Оно направлялось из Санкт-Петербурга во Владивосток. По неподтвержденной информации, на борту «Урса Майер» было 2 45-тонных люка для ядерного реактора атомного ледокола и 2 портовых крана. Байден готовит свой последний удар для Путина. Он будет мощнее, чем прежний, и целью станет карман Кремля. Речь о санкциях. На такой шаг нынешний президент США хочет пойти, чтобы дать новой команде Трампа рычаги влияния на переговорах по Украине. Вашингтон-Пост уточняет, что целью санкций станет так называемый теневой флот международных судов, которые перевозят российскую нефть в страны, которые не связаны с санкционной политикой Запада. Кроме того, еще одна цель санкций, которые может вести Байден, оказать давление на российских экспортеров нефти, которые до сих пор были не затронуты ограничениями. Если санкции будут введены, они могут помочь сформировать экономическое и внешнеполитическое наследие Байдена до инаугурации Трампа. Крупный шаг в отношении России перед уходом с поста президента подкрепил бы заявление Байдена о том, что он сплотил западных союзников для решительного ответа на вторжение в Украину в 2022 году. Украинцы готовы потратить на новогодний стол около $50 из собственного бюджета. Об этом говорят результаты опроса, проведенного в Украине. Россияне тоже не готовы раскошелиться, и треть граждан, которые прошли опрос, потратит также в районе $50 на свой праздничный стол. Кроме того, четверть из респондентов не может и не хочет тратить деньги на традиционное блюдо новогоднего стола – красную икру. Дорого. В нашем телеграм-канале и в нашем YouTube-сообществе на канале Нехта Лайв мы провели опрос среди подписчиков, задав также один вопрос. А сколько вы планируете потратить на новогодний стол? Интересно, но и в Телеграме, и в YouTube большая часть из наших читателей также готова потратить до $50. На втором месте по популярности оказался вариант от $50 до $100. И меньше всего набрали варианты от $100 до $500. Либо же «Новый год святое, деньги не считаю». Друзья, делитесь своими бюджетами на праздники. Дорогие ли продукты в ваших городах? Напишите обо всем в комментариях под этим видео. Мы все читаем. Спасибо. Пенсии, если есть, то их сразу нет. Пенсионеры Центральной Азии сетуют на нехватку денег. Несмотря на то, что размер пенсионных выплат растет, вместе с этим растут и цены, как на продукты, так и на лекарства. Поэтому все повышения поглотила инфляция, сообщает радио Азадлик. Издание приводит в пример Узбекистан. Там с 1 сентября этого года минимальный размер пенсии повысили на 15%, но старшее поколение этого повышения особо не заметило. Размер пенсии впечатляет. Официально
Официальная статистика гласит, что минимальная пенсия в Узбекистане составляет примерно $65, в Кыргызстане больше на $15, в Казахстане $110, а вот в Таджикистане лишь 18. В каждой из этих стран действует и разная система пенсий, и накопительная, и солидарная. И несмотря на то, что самая высокая пенсия среди стран Центральной Азии в Казахстане, качество жизни от этого не улучшилось, говорят пенсионеры, опрошенные изданием. Подавляющее большинство пенсионеров в Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане признаются, что финансово их поддерживают дети и близкие родственники. Но есть и те, кто доживает жизнь в нищете. А сколько вам необходимо денег для комфортной жизни в вашем городе? Напишите, пожалуйста, об этом также в наших комментариях с указанием города и страны. Голый, босс, и да еще и без определенного места жительства. Это все о Лукашенко, который собирается вновь стать президентом. Центральная избирательная комиссия Беларуси сообщает, что в целях наиболее полного информирования белорусов о кандидатах опубликовала информацию о доходах и имуществе этих самых кандидатов. Кроме того, их супругов и совершеннолетних близких родственников, которые проживают или ведут общее хозяйство. И по закону Беларуси представляется декларация за 2023 год. Итак, у Лукашенко за 30 лет узурпации власти нет ни квартиры, ни машины, даже гаража и подвала нет. Лишь зарплата. За 2023 год практически 204 тысячи белорусских рублей. Это около $60 тысяч по нынешнему курсу. Чуть побогаче будет женщина, которая по документам официально супруга Лукашенко, Галина Родионовна Лукашенко. Вот у нее есть и дом площадью 196 квадратных метров, и земельный участок. А еще пенсия и доходы от акций. Чем же на самом деле владеет белорусский голый президент? О золотой жизни семьи Лукашенко вы можете узнать благодаря масштабному расследованию команды «Нехта». Этот материал уже посмотрело более 10 миллионов зрителей на разных каналах в Ютубе. Лишь на нашем 7 миллионов просмотров. Фильм «Лукашенко. Золотое дно». Ссылку найдете в описании. Эрдоган угрожает войной. Анкара готова уничтожить террористов и их организации, заявил турецкий президент и озвучил, кто уже находится в его личном черном списке. Кроме того, представителям этого черного списка, который базируется в Сирии, Эрдоган предъявил ультиматум. Мы намерены сокрушить голову террористических организаций, которые угрожают вечному существованию обеих стран, начиная с ИГИЛ и Рабочей партии Курдистана. Как я сказал после заседания Кабинета министров, возвращение к старым условиям быть не может. Сепаратистские убийцы либо попрощаются со своим оружием, либо будут похоронены в сирийских землях вместе с этим оружием. Эрдоган, кстати, вновь поздравил сирийских повстанцев, которым удалось уничтожить режим Асада. При этом он считает, что Сирия должна как можно скорее встать с колен и сделать все, чтобы в страну начали возвращаться сирийские беженцы, для которых Турция на время стала вторым домом. Эрдоган уверяет, что террористы, оставшиеся в Сирии, не вписываются в новую картину Сирии будущего. Кроме того, в Анкаре заявили, что уже скоро Турция откроет в сирийском городе Алеппо свое генконсульство. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой лайк и комментарий. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.